Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами готовим вкусное и простое блюдо, состоящее из ингредиентов, которые есть в каждом холодильнике. Это рубленые куриные котлетки. Если вы хотите быстро приготовить ужин для всей семьи, то это то, что вам надо. Вкусный, сытный ужин вам обеспечен. Для котлет нам понадобится 2 части куриного филе весом 500 грамм. Далее понадобится 3 куриных яйца, жирная сметана 25% жирности 60 грамм, 4 столовые ложки крахмала, 1 чайная ложка с горкой соли. Далее нам понадобится 3 луковицы, вес 260 грамм, можно взять и 2. Чайная ложка кориандра в зернах и пол чайной ложки черного горошком перца. Все это мы будем измельчать в ступке и добавлять в фарш. Мясо нарезаю так. Сначала вот на такие длинные продольные полосочки. Затем все это собираю в кучку и нарезаю примерно кубики по сантиметру. Вот так. Это очень удобный способ приготовить сочные куриные котлетки, не прибегая к мясорубке. И этот способ мне очень нравится, когда надо быстро, вкусно и сытно. Лук я буду измельчать в комбайне. Предварительно порежу головки на мелкие кусочки. Вот примерно до такой кашицы нужно измельчить лук. Если нет комбайна, можно в измельчителе это сделать. Если нет измельчителя, можно натереть на терку. А теперь я займусь жидкой частью продуктов. В миску вливаю яйца, добавляю чайную ложку с горкой соли, добавляю всю сметану и это все взбалтываю. Смесь готова. Вместо сметаны вы можете положить 60 грамм майонеза. Теперь я измельчу чайную ложку кориандра и пол чайной ложки черного перца горошком. Очень важно добавить именно эти специи в котлеты и размолоть их перед тем, как делать фарш. Вот так я измельчила специи, теперь добавляю их к мясу. Затем к мясу добавляю лук. И пока вымешиваю курицу, специи и лук. Здесь очень важно перемешать сначала куриное филе с луком и специями, чтобы филе пропиталось этими замечательными вкусами. Пусть пару минут фарш настоится, а я пока добавлю крахмал в яичную смесь. Воспользуюсь при этом венчиком. Очень удобно, чтобы разошлись все комочки. Итак, яйца перемешаны с крахмалом, и теперь я добавляю сюда филе, которое уже к этому времени пропиталось вкусом лука. Венчик уже не нужен. Просто беру и перемешиваю филе с крахмально-яичной смесью. А пока филе будет пропитываться соками и ароматами приготовленной массы, сварю картофель и приготовлю пюре.
Картофель отвариваю в течение 30 минут. После чего с картофеля сливаю отвар, но не весь, немного оставляю. Добавляю кусочек сливочного масла, грамм 50-60, и толку картофель толкушкой. Как только я увидела, что масло полностью растаяло, я добавляю немного ультрапастеризованного молока прямо из пакета. Его уже кипятить не надо. Фарш настоялся, и теперь можно жарить котлетки. Наливаю масло на сковороду и ложкой столовой выкладываю фарш. После того, как я выложила на сковороду котлеты, убавляю огонь, делаю его ниже среднего, закрываю сковороду крышкой. И с каждой стороны буду жарить котлеты под крышкой по 3 минуты. Котлетки готовы, можно гарнировать тарелку. Друзья, ну какие же они аппетитные и румяные. Я люблю делать куриные котлеты с луком. Если кто-то предпочитает с чесноком, то, конечно, добавляйте чеснок, только немного, чтобы чеснок не перебил вкус куриного мяса. Такие котлетки получаются. Сейчас я одну разрежу и покажу, какая она в разрезе. Вот тут вы видите целые кусочки филе куриного. Я этого и добивалась, чтобы в котлете были целые куриные кусочки. Они получились сочными, ароматными, вкусными, а добавленный фарш кориандр добавляет очень и очень приятный вкус котлетам. Друзья, я уже попробовала их, очень вкусные. Советую приготовить, порадовать себя и свою семью. Ну а я, как всегда, вам говорю, до скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.